Валар Моргулис, друзья! Прошел ровно год после выпуска первого видео, в котором мы сравниваем, как герои Игры Престолов выглядят в книгах и сериале. И в честь этой даты выходит еще один ролик на эту же тему. Он, скорее всего, будет завершающим, так как за эти 3 ролика мы описали всех возможных персонажей. Если вы не видели предыдущее видео с данной серии, то ссылки на них будут в описании. А мы переходим к героям мира льда и огня. Брандон Старк – старший брат Эддарда Старка, погибший перед началом восстания Роберта Баратиона. Брандона описывают как высокого и очень темпераментного человека. Он был полной противоположностью своему младшему брату Эддарду, весьма решительный, напористый и импульсивный, очень любвеобильный и вспыльчивый, хороший наездник и боец. По характеру имел много общих черт с Робертом Баратионом, за исключением отношения к близким. Но при этом он был не умнее своего брата, иначе в Королевской гавани не стал бы требовать смерти принца Рейгара. Брандон погиб в возрасте 20 лет. Бенджен Старк, младший брат лорда Эддарда Старка, первый разведчик ночного дозора в Черном замке. Он описывается как худой, подтянутый человек с острыми чертами лица. В его серо-голубых глазах проглядывался смех. Как и все братья ночного дозора, он носит черное, но находясь вне стен Черного замка, позволяет себе элементы роскоши в одежде, черный бархат и серебряные украшения. Во время восстания Баратиона, когда Эддард воевал на юге, Бенджен управлял Винтерфеллом. В то время ему было 15 лет. Вскоре после возвращения брата с войны, Бенджен Старк вступил в ночной дозор. Для Джона Сноу дядя был источником идеализированных представлений о дозоре, а также образцом для подражания. Лианна Старк, сестра Эддарда, Брандона и Бенджена Старков. Леди Лианна считалась красавицей. Киван Ланнистер вспоминала, что она обладала дикой красотой. Эддард Старк считал красоту своей сестры исключительной. Роберт Баратион был без ума от Лианны и вспоминал о ней с любовью даже спустя многие годы после ее смерти. Мастер Яндаль в своем историческом труде пишет, что гости турнира в Харренхолле сочли Лианну дикаркой с мальчишеским характером, не обладающей изяществом принцессы Элии. Несмотря на общие слова о красоте, на страницах книг нет подробного описания внешности Лианны. Тион Грейджой в своем вещем сне видел Лианну как стройную печальную девушку. По-видимому, Лианна обладала внешностью типичной для Старков. Эддарду Старку его дочь Арья с ее тусклыми темно-каштановыми волосами, длинным печальным лицом и серыми глазами напоминала Лианну. Саму Арью, не считавшую себя красивой, подобное сравнение привело в недоумение. О характере Лианны также известно не так много. По словам Эддарда Старка, Лианна, как и их старший брат Брандон, а также Арья, обладала волчьей кровью, была дикой, своевольной, смелой и с горячим темпераментом. Она, возможно, носила бы меч, если бы ее лорд-отец Рикард позволил ей это. Лианна была отличной наездницей, она любила цветы и запах голубых зимних роз. Лианна на 3 года младше Неда. На момент начала восстания Баратиона ей было 16 лет. Иные не являются нежитью. Будучи нелюдями, они все же похожи на людей. У них молочно-белая кожа и ярко-синие светящиеся глаза. Это высокие и стройные создания, передвигающиеся легко и грациозно. Иные не издают звуков при движении и не оставляют следов на снегу, во всяком случае не проваливаются сквозь свежий наст. О них говорят холодные тени. Однако иные вполне материальны, и с ними можно сражаться и даже убить. У иных есть кровь бледно-голубого цвета и белые кости. Однако после смерти иного плоть и кости быстро тают, превращаясь в пар. В конце концов от мертвого иного не остается ничего. Упырями, вихтами, восставшими мертвецами, зомби, как только не называют оживленные иными трупы животных и людей. Они описываются как молчаливые, зловещие существа, которых очень тяжело вторично убить. Отличительными чертами упырей являются ярко-синие глаза, независимо от того, какого цвета глаза были у покойного при жизни, и почерневшая кожа на руках, как при обморожении, независимо от причин смерти. Остальная кожа остается очень бледной, до белизны. Если покойник лишился глаз до превращения в упыря, в его пустых глазницах все равно будут гореть голубые огоньки. Черный цвет рук объясняется скоплением крови в конечностях, тогда как остальное тело становится белым, как молоко. Упыри уступают живым в ловкости, отличаясь замедленной реакцией и неповоротливостью, но зато обладают повышенной физической силой и живучестью, будучи способными обезглавить человека голыми руками. Они практически неуничтожимы и легко переносят ранения, которые заведомо убили бы живого человека. Отрубленные конечности упырей живут своей жизнью. Даже обезглавливание против них не слишком эффективно.
Был случай, когда упырь убил человека уже после того, как ему отрубили голову. Дроган – самый крупный из драконов Дейенерис. На момент взятия Миэрина размах его крыльев достигал около 6 метров. Крылья, зубы и чешуя черного цвета, глаза горящие огнем, рога и спинные пластины кроваво-красные. Кровь черного цвета и дымится, способна раскалить до красна и оплавить железо. Ударом хвоста способен разрубить человека надвое. Чешуя Дрогана прочна, арбалетные болты отскакивают от нее или застревают, а пробивший чешую сгорает от жара драконового тела. Перепонка крыла могла быть пробита болтом. Рейгаль меньше Дрогана. У него зеленая чешуя с золотистыми вкраплениями, цвет пламени красно-желтый. Визарион, как и Рейгаль, был меньше Дрогана. Его яйцо было бледно-желтым с золотыми полосками. Чешуя Визариона цвета свежих сливок, а рожки, маховые кости и хребет из темного, сверкающего на солнце золота. Его глаза, как два озера расплавленного золота. Дышит он золотисто-оранжевым пламенем. Подрик Пейн молчаливый, стеснительный и робкий. Со слов Тириана, Подрик был до того застенчив, что старался все делать из-под тишка. Он, даже если выдавливал из себя какие-то слова, в глаза никогда не смотрел. Торос из Мира, красный жрец родом из Мира, который, как и Мелисандра, проповедует в Вестеросе веру в Глора, владыку света. Это известный боец, неоднократный победитель турниров. Изначально Торос был прислан ко двору Эриса II Таргариена в качестве миссионера, но не преуспел в обращении в свою веру ни безумного короля, ни свергнувшего его Роберта Баратиона. Вместо этого Торос стал непременным участником королевских застолий и рыцарских турниров, где сражался горящим мечом, облитым диким огнем. В ходе войны 5 королей он был послан в речные земли и стал одним из видных членов разбойничьего братства без знамен, благодаря способности творить настоящие и неожиданные даже для него самого чудеса. Поначалу мы встречаем его как толстого и выбритого налысо человека, но за время жизни в лесах он очень сильно похудел, его кожа обвисла, а из-за потери бритвы он отрастил лохматую седую шевелюру. Берег Дондарион, молодой лорд из Дарнийских марок, глава дома Дондарионов. Эддард Старк поручил ему и еще нескольким рыцарям свершить правосудие над Григором Клиганом. Берег Дондарион обручен с Алирией Дейн, его оруженосцем является ее племянник Эдрик. Берегу примерно 22 года. Во времена турнира Десницы Дондарион был очень хорош с собой и привлекал внимание женщин. Его прозвище Лорд Молния одновременно напоминает о гербе Дондарионов, пурпурной молнии, и о тактике молниеносных ударов, которую практиковал Берег. Доран Мартел, принц Дарнийский, лорд Солнечного Копья, верховный лорд и правитель Дорна. Хотя Дорану в 300 году после завоевания Эйгона всего 52 года, он выглядит старым и немощным, и из-за подагры уже не в силах передвигаться самостоятельно. У него бледное и отекшее лицо, рыхлое, бесформенное тело, ноги разбухли и покраснели. Любое прикосновение причиняет им боль, хотя принц стойко ее переносит. По дворцу в водных садах его катают в искусно сделанном кресле-каталке, а путешествует он всегда в носилках, резном паланкине с шелковыми занавесками, на которых выткано солнце. 2 года назад, в начале событий Игры Престолов, состояние принца было лучше, и он еще мог ходить, хотя и опираясь на палку и морщась при каждом шаге. Однако именно с этого времени Доран переселился из Солнечного Копья в загородные водные сады. Во-первых, у воды ему было лучше, во-вторых, он не хотел, чтобы его прискорбное состояние стало известно врагам. Великий мастер Пицель, великий мастер 7 королевств, наивысшее лицо в иерархии мастеров, подотчетное только королю. Пицель занимает эту должность на начало повествования почти уже 40 лет, заняв ее еще при Эйгоне V. Таким образом, Пицель служил в качестве великого мастера 6 королям: Эйгону V, Джехерису II, Эйрису II, Роберту, Джоффри и Томмену Баратионам. Он постоянный член Малого Совета и советник короля по всем научным вопросам. Кроме того, он выполняет обязанности мастера Красного замка и врача при королевском семействе. На 300-й год после завоевания Эйгона ему 84 года. Пицель стар, лыс и толст, но при этом полон достоинства. Его высокий, изборожденный морщинами лоб и пышная белая борода придают ему вид важный и многознающий. Борода, белоснежная, мягкая, как шерсть ягненка, была его гордостью. Великий мастер хотел, чтобы ее остригли после его смерти,
но бороды ему пришлось лишиться несколько ранее. Ее отрезал Шага по приказу Тириона Ланнистера, и в дальнейшем сколько-нибудь приличную бороду отрастить Пиццелю так и не удалось. Под бородой скрывался слабый подбородок с обвисшей кожей, безвольный и беззубый рот, бородавки и старческие пятна. У него вечно сонные слезящиеся глаза с тяжелыми веками. У Пиццеля не одна цепь, как у других мастеров, а 2 дюжины таких цепей, состоящих из всех металлов. Правда, золота, серебра и платины в ней все-таки больше, чем неблагородных металлов, и разукрашенных рубинами, изумрудами, гранатами, аметистами и жемчугом. Этот великолепный и, очевидно, очень тяжелый воротник, знак достоинства великого мастера, полностью прикрывает шею и плечи Пиццеля. Из-за престарелого возраста Пиццель иногда засыпает во время долгих и скучных заседаний совета, пиров или приемов у короля. Он бесконечно жалуется на слабое здоровье. Возможно, эти жалобы несколько наиграны, поскольку Пиццель даже в своем преклонном возрасте умудряется грешить с молодой и смазливой служанкой. Тем не менее, после нескольких проведенных в темнице дней, его здоровье действительно начинает сильно ухудшаться. Он быстро дряхлеет, худеет, не может уже ходить без трости. Киван Ланнистер, младший брат Тайвина Ланнистера. Киван имеет характерную ланнистеровскую внешность, высокий, светлокожий, светловолосый и зеленоглазый. Красавцем он никогда не слыл, мешковатый, узкоплечий, квадратный подбородок, плохо прикрытый короткой желтой бородкой, выдается вперед. С возрастом заметно облысел. На момент начала событий Игры престолов ему 53 года. Лансель Ланнистер, старший сын Кивана Ланнистера. На момент своего первого появления в Игре престолов Лансель – привлекательный, хорошо сложенный юноша. У него волосы песочного цвета и тонкий пушок над губой, напоминавший Серсеи грязь. Изумрудно-зеленые глаза у Ланселя, в точности как у Серсеи и Джейме. Вообще он отдаленно похож на Джейме и отчаянно завидует своему прославленному кузену. После ранения и последовавшей долгой болезни волосы у Ланселя побелели как мел и стали ломкими, лицо посерело, он страшно исхудал и напоминал ходячего мертвеца. Хотя ему в 300 году от завоевания Эггона было только 17, выглядел он на все 70. Отрастающие усы, правда, сохранили песочный оттенок. У его воробейшества худое лицо с острыми чертами лица, короткая темно-русая бородка с сединой, тонкие волосы, зачесанные назад и завязанные в хвост на затылке, босые, черные и мозолистые ноги. Он немного ниже Серсеи Ланнистер и худ как черенок от метлы. В отличие от предшественников, его воробейшество не страдает одышкой и легко опускается на колени. Тормунд описывается как белобородый, невысокий, но необычайно могучего телосложения мужчина. Он носит толстые золотые браслеты, покрытые рунами, и черную стальную кольчугу ночного дозора, явно снятую с убитого разведчика как трофей. Во рту у него не достает зубов. Манс Налетчик, король за стеной, верховный вождь одичалых. Это проницательный и обаятельный человек, легко располагающий к себе других. Мансу за 40, он среднего роста и стройного телосложения, с резкими чертами лица, с карими глазами и сидеющими каштановыми волосами. В свою бытность королем за стеной Манс не расставался со своим старым плащом дозорного из черной ткани, с прорехами, зашитыми красным шелком. Он не носил никаких украшений, ни короны, ни драгоценностей, ни даже серебряных колец, кроме пряжки, скрепляющей плащ. Для битвы под стеной Манс облачился в тяжелые рыцарские латы и шлем, украшенный вороньими крыльями. Необычное вооружение не только для одичалых, но даже для братьев ночного дозора. Для тренировочного боя с Джоном Сноу, в то время, когда Манс скрывался под личиной гремучей рубашки, бывший король за стеной выбрал двуручный меч без щита и продемонстрировал незаурядное мастерство, уклоняясь от ударов Джона. Он также искусно играет на лютне и поет. Проникая на юг за стену, он успешно выдавал себя за певца. Роберт или Робин Аррен, единственный сын лорда Джона Аррена и Лизы Аррен, наследник дома Арренов, хрупкий и болезненный мальчик. На начало повествования ему 6 лет. Роберт крайне неуравновешенный ребенок, жестокий и капризный, сильно избалованный матерью. Он сильно отстает от сверстников в умственном и физическом развитии, и леди Лиза продолжает давать ему грудь, даже спустя 6 лет после рождения. Он мал ростом, очень худ, с пятнистой кожей и вечно слезящимися глазами. Роберт страдает трясучкой, эпилептическими припадками. Любое волнение может перейти в приступ подучей, и всем обитателям замка строго-настрого наказано опрометью кидаться на первый же крик лорда Орлиного гнезда. После смерти Лизы эти припадки только ухудшились и начали сопровождаться носовыми кровотечениями.
Джендри унаследовал и характерную баратионовскую внешность, и душевные качества своего отца, которого никогда не знал. Он храбр и великодушен, но при этом подозрителен, вспыльчив и неимоверно упрям. Работа на кузнице закалила Джендри. Он очень силен физически, с широкой грудью и мускулистыми руками. Как у Роберта, у Джендри густые угольно-черные волосы и ярко-синие глаза. Джендри очень похож на Рэнли Баратиона, который в свою очередь очень похож на Роберта в молодости. Но у Джендри более тяжелая челюсть и гуще брови, и он скорее мускулист, чем строен. На момент начала событий Игры Престолов ему 14 лет. Если видео вам понравилось, не жадничайте и поставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если уже подписаны и хотите получать уведомления о новых роликах, нажмите на колокольчик под видео. Также заходите в группу канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграме, там тоже много чего интересного. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, мне очень приятно. Давайте, как и в других видео из серии о внешности героев, проверим, кто досматривает ролики до конца. Оставляйте комментарии со словами «Полумуж ищет сбежавшую жену, Санса, отзовись». Посмотрим, сколько нас досматривает до конца. Пусть все удивляются, что же здесь происходит. Еще раз спасибо за просмотр, всем пока.